Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на канал для изучения русского языка. В этом влоге вы увидите вторую часть нашего с Юлей и Сабриной путешествия по Сербии. В первой части этого путешествия мы были в городе Сомбор, а сейчас из города Сомбор мы едем в город Суботица. Этот город находится на границе с Венгрией, и мы едем туда на поезде. А вот он и поезд. Давайте залезать. Итак, давайте зайдем в наш поезд. Поезд уже подъехал. Можно уже заходить. Вот, смотрите, здесь вот так вот можно зайти. Так, опа, опа. О, что тут у нас есть, друзья? Что тут у нас есть? А есть тут у нас котел. Котел. Огромная печь, куда, очевидно, нужно забросить уголь. Здесь есть уголь? Так, уголь. Ну ладно, вот уголь. Отлично. Уголь. Так, забрасываем уголь. И поезд наш поедет. Но на самом деле не поедет, потому что я не вижу здесь мотора. Я не вижу здесь двигателя. Но печь, конечно, это впечатляет. Вот, смотрите, колеса видно отсюда. Колеса. Здесь еще какая-то штука странная, непонятная. Но ладно. О, смотрите, тут что-то написано на табличке. Так, управлячницы, локомотивы, что-то... В общем, что-то, какая-то памятка тем, кто управляет. Памятка какая-то машинистам. Здесь тоже какие-то отсеки. Это, наверное, отсеки для пива и воды. Не знаю, честно говоря. Не знаю. Но здесь... О, смотрите. Ох, так. Вообще тут какие-то части. Сейчас мы его заведем. Нет, не заводится. Давайте еще сюда зайдем. Посмотрим. Ух, ничего себе. Здесь у нас водонапорная башня. Водонапорная башня. А это наверняка место, где находился уголь. Да, друзья? Так? Я думаю, что здесь был уголь. И его брали лопатами и закидывали прямо в топку. Вот это вот отверстие, да, это топка. Туда уголь закидывал какой-нибудь помощник машиниста. Я себя чувствую как Марти Макфлай. Вернее, как доктор Эммет Браун. Помните, в «Назад в будущее» они ехали на таком же поезде? Обалдеть. Я так понимаю, что вот это... слушайте, а двигатель-то, наверное, есть. Двигатель есть. Я понял. Там находится просто топка для того, чтобы закидывать уголь. Дальше, наверное, вот эта печь, она греет воду. Наверняка вот здесь вот вода. И эта вода уже каким-то образом вращает двигатель. А где, интересно, двигатель? Наверное, может быть, вот здесь вот, что тут написано. Так, не очень понятно, но, в общем-то, наверное, двигатель где-то здесь, с этой стороны. Я всегда мечтал посмотреть, что находится там. И сейчас я могу это сделать. Обалдеть. Вот что находится внутри. Посмотрите, какая система труб, да? Но, видимо, это все нужно для пара, чтобы он мог передвигаться. Не знаю, друзья, просто выглядит прикольно. Вот мы и добрались до Суботицы, друзья. Сейчас я иду по очень тенистой улице, потому что здесь много деревьев и создается тень. И это очень приятно в такую летнюю жару, потому что днем сегодня будет где-то 35 градусов. Поэтому эта тенистая улочка — это просто наслаждение.
Мы находимся в 10 километрах от границы с Венгрией. 10 километров всего. И, кстати, треть населения Суботицы, а все население это примерно 100 тысяч человек. Так вот, треть населения здесь говорит на венгерском языке. И многие надписи дублируются на венгерский язык. Вообще, этот город имеет многовековую историю. Он по-разному назывался в разное время, но сейчас он называется Суботица. От слова «суббота» по-сербски. Но, как вы знаете, в начале 20 века, после Первой мировой войны, многие империи распались. Распалась и Австро-Венгерская империя, и этот город, вообще эта территория стали частью сербского королевства. Одна из главных достопримечательностей этого города – это, конечно, архитектурный стиль арт-нуво, то есть новый стиль. Представьте себе, конец 19 века, индустриализация, урбанизация, огромные машины, общество меняется. И, конечно, этим всем вдохновлялись архитекторы. Арт-нуво – это был такой протест против доминирующих классических стилей. Основная характеристика этого стиля – это такие дикие, причудливые формы, огромное количество различных таких волнистых и резких линий, углов, необычные цвета и множество деталей. Посмотрите на них сами. Сейчас мы идем по площади Свободы. Площадь Свободы. Здесь очень приятно. Площадь достаточно большая. И от этой площади, как лучи, в разные стороны идут улицы. Вот одна улица, потом там вот другая улица, третья. То есть как солнце, и от него расходятся лучи. Интересная площадь, и здесь находится интересный памятник. Это памятник царю Йовану Ненаду. Кто это такой? Ну, я мало знаю про этого человека, но я слышал, что он, по-моему, в 16 веке создал здесь славянское государство. Правда, она просуществовала где-то около года, но тем не менее вот этот вот человек смог создать государство. Очень неплохо. Сейчас на этой улице никого нет, но вчера здесь кипела жизнь. Так как 1/3 населения этого города венгры, то мы очень хотели попробовать что-то венгерское, национальное, например, гуляш или паприкаш. Но, к сожалению, мы нашли только одно место, где можно было поесть... Dire Straits. Да. Так вот, мы нашли только одно место. Люблю эту песню. А кто ее не любит? Так вот, мы искали место, где можно поесть что-то национальное. Мы пришли туда, в этот ресторан, и официант начал нам хамить. Это был вообще первый раз, когда мы встретились с хамством от официанта в Сербии. Это удивительно. Но вместо этого мы... Вместо этого мы пошли вот в это замечательное место. Называется Босс. Вообще здесь находится... старая пиццерия, и рядом с ней ресторан «Босс».
И это все как бы одно место. И здесь очень вкусно. Ну, относительно дорого, но очень вкусно. И, в общем-то, мы поели здесь не национальную кухню, потому что национальная кухня есть только за городом. То есть нужно выехать из города. Да, это странно. Город имеет такое огромное венгерское влияние, если так можно сказать. Но трудно найти какую-то национальную кухню. Но все окупается безумной просто красотой центра этого города. Кстати, а Звонко Богдан — это сербский певец, и в честь него названа винодельня, которая находится здесь недалеко. Вчера мы пробовали это вино, и оно было весьма неплохим. Однако, когда мы вчера были в пекарне, мы увидели там один из популярных венгерских десертов. На венгерском, простите, венгры, он называется шамлои галушка. Но на сербском языке его называют мрвица из гузицы, что можно перевести как крошки из жопки или крошки из попки. Такой вот, да, такой вот юмор. А вот фотография этого десерта. Кстати, десерт был очень вкусным. Ну и закончить я бы хотел здесь, у этой синагоги. Дело в том, что в этом городе есть храмы практически всех религий. Ну, по крайней мере, очень многих. Здесь есть синагога, здесь есть мечеть, здесь есть костел, то есть католический храм. Ну и, конечно, православная церковь. Все объединяется в этом городе, и это очень-очень прикольно. Кстати, кажется, что на синагогу тоже повлиял стиль арт-нуво. Вам так не кажется? На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, что я смог заинтересовать вас этим городом, и вы сможете его посетить. В этом городе можно снимать видео целую неделю. Но, что ж, пора ехать дальше. До встречи в следующем видео. Пока!